Здравствуйте, друзья, и все, кто посетил мой канал. Меня зовут Ирина, и я уже давно живу в Болгарии. И сегодня я расскажу вам, как начать свой бизнес в Болгарии. Что для этого нужно. Это очень важно знать для большинства людей, которые хотят переехать жить в Болгарию постоянно. Особенно для людей, которые не из Евросоюза. Потому что переселенцы из Евросоюза могут сразу устроиться в Болгарии на работу. А вот из других стран, имея болгарское ВНЖ, на работу по найму устроиться не могут. До тех пор, пока они не получат ПМЖ или ДВЖ. Но это не касается людей, которые вышли замуж или женились на болгарах. Для них все проще. И работать с ВНЖ можно. А то будут на шее у мужей сидеть. Итак, что делать, если переехали в Болгарию и хотите как-то зарабатывать? Вам надо открывать собственную фирму, то есть ООД или ЕООД. Отличается ООД от ЕООД тем, что фирма ЕООД – это фирма для одного человека. Но нанимать работников, естественно, вы можете. А фирма ООД может быть учреждена как одним человеком, так и несколькими. Для того, чтобы зарегистрировать фирму, лучше обратиться к болгарскому счетоводителю. Хотя можно это сделать и самостоятельно. Но многие счетоводители, то есть бухгалтеры, берут за это совсем небольшие деньги. Примерно 150 лев, то есть 75 евро. И морочиться вам с этим не придется. Но некоторые фирмы берут больше и намного. Так что узнавайте сначала цену за их услуги. Первое, что вам нужно будет сделать для регистрации фирмы, это открыть счет в банке на фирму. Это нужно будет делать вам самим. Даже если вы будете открывать фирму не самостоятельно, а с помощью счетоводителя или юриста. И открыть счет в банке на данный момент самое сложное для россиян, потому что далеко не все банки открывают сейчас счета россиянам. Но все же такие есть. Счетоводитель, который открывает вам фирму, обычно помогает в этом. Ходит вместе с вами в банк и помогает там вам все понять, договора, бумаги. Но не все так делают и не всегда. В общем, на данный момент открыть счет в болгарском банке – это самое сложное мероприятие. Хотя счет на юридическое лицо банки открывают более охотно, чем на физическое лицо. Вероятно, потому что со счета на юридическое лицо они за обслуживание вашего счета и карты снимают гораздо большую сумму, чем за счет на физическое лицо. Только за обслуживание вашего счета банк может снимать более 25 евро ежемесячно. И это даже в том случае, если деньги к вам на счет не поступали за этот период. Так что узнавайте все это заранее в банке. Хотя эти данные могут быть такими, как вам скажут, только на тот момент, когда вы спрашиваете. А через какое-то время цены у них увеличатся. Поэтому имейте это в виду при рассчитывании ваших расходов на бизнес. Минимальный капитал фирмы сейчас составляет всего 2 лева. После открытия счета в банке остальное уже все просто и быстро. Примерно около недели. Еще вам нужно будет нотариально заверить вашу подпись для своего счетоводителя, чтобы все вопросы с дальнейшим ведением вашей фирмы вел он без вашего участия. О цене его услуг по ежемесячному ведению вашей фирмы
тоже узнавайте заранее, потому что цены у счетоводителей очень разные. Начинаются они от 50 лев в месяц и выше. И это зависит не только от аппетита вашего счетоводителя, но и от ваших оборотов. Может быть и 250, и выше. Но в среднем цена сейчас 100-150 лев в месяц. Вести свою бухгалтерию в Болгарии можно и самостоятельно, но это будет очень сложно. Тут все обычно делают это только через счетоводитель. Например, когда мне нужно было узнать какую-то налоговую информацию, которую не знал мой счетоводитель, и я пошла узнавать ее в налоговую, они мне сказали: узнавайте это у своего счетоводителя. Когда я им ответила, что он это не знает, они сказали: ищите другого. Но мне нужно было узнать достаточно нераспространенную информацию по уплате налогов за мой канал, вернее, за прибыль с моего канала на YouTube. С этим мало кто сталкивался из счетоводителей, поэтому никто ничего конкретно не знал. И в итоге, когда я вышла на монетизацию на YouTube, мне пришлось оформлять фирму и платить налоги на обычных основаниях. Поэтому все деньги с YouTube уходят на уплату налогов и счетоводителю. Ну, а если вы хотите открыть просто свой магазин, ресторан, какое-то там ателье, например, парикмахерскую, салон красоты, ремонт какой-то техники, то тут все просто. Это знает любой счетоводитель и все вам подскажет. Но открывать магазин я бы вам не советовала, особенно какой-то обыкновенный. У меня есть опыт открытия магазина, и опыт этот негативный. Если вам интересно, пишите в комментариях, я сделаю видео об этом. С открытием ресторана и кафе я тоже знакома, и не понаслышке. Тоже был опыт. Рестораны и кафе открывают очень многие люди, переехавшие в Болгарию из России и Украины. Потому что открыть заведение здесь совсем несложно. Например, на продажу алкоголя не нужна лицензия. Но в итоге очень мало кто надолго остается в этом бизнесе. Если интересно, тоже могу рассказать об этом. А с каким-то ремонтом дела обстоят уже получше. Потому что если вы специалист в какой-то области и готовы достаточно активно работать, то вы точно будете востребованы. Например, ремонт кондиционеров. Это очень востребованная ниша. Кондиционеры здесь нужны и летом, и зимой. Летом для охлаждения, зимой для обогрева. Ну, или ремонт автомобилей. Это тоже очень востребованная специальность. Хорошего ремонтника здесь найти непросто. Пишите в комментариях, какие вопросы у вас еще есть на эту тему. И я постараюсь сделать видео обо всем этом. А я на сегодня прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Всем пока!